Всем привет! Вы на канале. Взрослые дети. Сегодня мы с вами расскажем о том, как мы обустраиваем жизнь наших попугайчиков. Да. У нас с Тёмой и Валей есть 3 волнистых попугайчика. Это Как их зовут? Кеша, Ритка и Машка. 3 попугая. А Лома у нас умер. Да, умер. Кеша, Рита, Маша. У да? них еще есть вода, там мало уже. И Значит, корм. У нас они живут в большой клетке. В красивой. А, нет, там ничего нету, там ничего В этой клетке есть поилочка. Да? Да. Вот такая у нас поилочка есть. Стеклянная. А там что-то желтое. Это как дзёбик, да? Здесь у нас водичка наливается. И мы вставляем возле палочек. Есть кормушки. Это у нас кормушка для мела. А, нет, Здесь кормушка для песочка мелкого. для песочка. Для песочка. Это очень полезные вещи для попугайчиков. У нас есть пластмассовые палочки, на которых они сидят. Да, Валь? Да. Есть А еще они спят дверца, которая открывается на одна. высоте. Сюда передняя открывается. Правая вверх поднимается. И все, 2 двери у нас есть, да? Да, а это специально. Для того, чтобы, если у вас есть попугайчики, и они очень пылят, постоянно рассыпаются Мел перья, есть для этого мела. постоянно рассыпаются перья, то для этого натягивается по нижней части пленки обычная пищевая пленка по нижней части Пищевая. клетки. Ну тут уже пыль, правда. Как вы видите. И когда пух и корм, который они съели, лушпынья, летит в стороны, оно остается все в клетке. Потом просто вынимается поддон, и вся грязь от попугайчиков у нас остается, и мы с Тёмой и Валей убираем попугайчиков раз в неделю где-то, да? Да, но не каждый день. Каждый день. Также есть в нашей клеточке Колокольчик, это качелька. качелька есть. С колокольчиком. Оранжевым. Значит, в последнее время мы стали замечать, что попугаи начали краску на клетке обкусывать. Вот они сейчас своими Да еще у зубиками. меня глаз болел из-за этих попугаев. Да, Валечки глаз болел. Ну, на Это меня потому вот что этот. пуха много летело, да? Да, вот этот у меня болел, если честно. Сейчас мы оставили попугайчика у нас их с лемянкой, в лемянке они живут. И мы стали замечать, что они начали краску объедать, да? Значит, мы положили им мелок. Хотя мел у них был, мы еще один мел положили белый, да? Да, белый, чтобы они там Но могли. это нам не помогло. И наконец-то мы поняли, что основная причина, почему они грызут клетку, если у вас такая самая ситуация есть, что они грызут краску, это то, что жердочки, на которых они сидят, сделаны из пластмассы. Да, но сделано тоже из пластмассы. Это тоже из Для пластмассы. того, чтобы этого не происходило, им нужно как-то клювики Я тоже хочу. тупить. Для этого мы пошли с Тёмой и с Валей в лес и нарезали Да. секатором обычным, которым мы виноград обрезаем, таких палочек. Это палочки для того, чтобы... Эти палочки нужны для того, чтобы положить их в клетку, попугайчики на них сидели и точили об них клювик, Чтобы было комфортно. чтобы им было комфортно. Значит, как же мы сделаем сейчас так, чтобы им было хорошо? Для начала нужно померить размер между Ой, сторонами клетки. они тут правда. В зависимости от того, как мы будем эти жердочки ставить. Значит, здесь можно поставить жердочку сверху. Ниже потом. Значит, для того, чтобы это сделать, берем клетку, замеряем расстояние, плюс примерно сантиметр запасом и обрезаем палочку секатором. Раз. Вот мы обрезали палочку. Теперь нам понадобится нож. Тёма, принеси ножик. Чем принеси ножик? Сейчас Тёма с ножиком.
теперь понятно, что полочка для попугайчиков есть. Теперь ножом в торце на срезе будущего нашего упорчика делаем на одной оси небольшие разрезы ножом, для того чтобы затем вставить эти разрезы в упоры в клетку, сами стойки клетки. После того, как это все готово, нам необходимо взять упор, завести один, чтобы он расклинился в клетке. Вот он идет, устал. И так же само с другой стороны, расширив эту щелочку, которую мы сделали, так же само завести за вкрутие клетки вторую часть палочки. Можно внутри попробовать, легче будет. Опа, вот Они у нас в этот раз просто вылетели вот у нас дома. одна жердочка для попугайчика готова, да? Да. Теперь так же самое делаем. Мою. Темная или сваленная? Мою. Сначала сваленная жердочка. Значит, эта жердочка вырезана у нас из сирени. Это была вырезана из шелковицы. Так же самое делаем. Желательно, чтобы сечение жердочек было не меньше 1 сантиметра, потому что попугайчиков у нас много, и если попугайчики будут все вместе садиться на одну жердочку, то они ее поломают. Так же самое мы измеряем расстояние между краями клетки и делаем насечки с одной и с другой стороны. Тёма, видишь? Вот так вот мы заводим с одной стороны между жердочкой и с другой стороны. Вот жердочка у нас стала на свое место. Теперь еще сделаем одну жердочку уже. Так, эти пластмассовые можно опустить ниже, чтобы они нам не мешали. Пусть попугайчики сидят там уже внизу, балдеют. Чем больше жердочек, тем лучше им будет. Так, теперь берем темную жердочку. Она слишком меньше. Это у нас осталось, есть одна, больше у нас нету? Нет, у нас там. А еще есть она. Еще 3 у нас. Еще 3 есть. Вот еще есть красивая такая. Ну, она... Выбираем поровнее, покрасивее. Вот у нас еще одна красивая, ровная, да? С этой сделаем. Да. И так же самое еще с этой стороны, чтобы пальчикам было удобно. Делаем такую же жердочку по той же схеме. Ой. По торцам надрезики. Ну, не сильно глубоко, это делаем расщипывание где-то на сантиметр в глубину. Ой, сантиметр это много или мало? Много. Мало. Тёма прав, мало. Ну, небольшое расстояние, поэтому. Также нужно ставить эти упоры на таком расстоянии, чтобы попугаи, когда сидят на этих веточках, не упирались хвостом в край решетки, потому что хвостики будут их некрасивые, будут упираться в решетку и расслаиваться, будут как у павлинов некрасивые, да? Да. Поэтому нам это не нужно, нам нужны попугайчики красивые. Поэтому мы сделаем эти веточки сделаем по 2 сторонам. Подальше от края клетки. Так, все. Теперь у наших попугайчиков целая куча жердочек. На них они будут кушать,
сидеть, да? Будут их грызть, тащить об них клювики, и краска на нашей клетке будет целой. Клетка будет красивой и прослужит нам дольше. Вот так мы с Тёмой и Валей обустраиваем быт наших попугайчиков. Для корма мы используем пермикс. Мы купили какой-то для попугайчиков специальный корм. Здесь смешаны 5 компонентов, Будто микроэлементы. семечки, кстати. Ну, корм хороший, вроде бы пока не голодать нас, да? Да. Вы были на канале Взрослые Дети. Смотрели видео о том, как мы спасаем клетку от клювиков попугаев. Попугаев. Да. И посмотрим, что из этого получится. Пройдет сейчас неделька, или может пару дней, и мы увидим, краска целая или нет. Да? Подписывайтесь на наш канал, Взрослые дети, всем пока. ставьте лайки.